У меня очень обострилось обоняние, и здесь просто у меня чувственные, эстетические каникулы. Очень много запахов. Сейчас я с утра лежал в траве, чувствовал запахи разных местных трав, а, запах лаваша и гранатового вина. Все вкусно, люди добрые, я счастлив, все красивые. Но я не могу уехать без него. Я должен уехать с акцентом. И он пробирается в мою душу. Где-то вот здесь. В целом я чувствую спокойствие, то спокойствие, которого в московской жизни трудно добиться, если ты тем более пытаешься добиться. Тут мне просто хорошо от общения с людьми, от новых знакомств. Дышим каким-то необычным чистым воздухом. Если полежать на траве, там еще будет пахнуть полынью. Валек призывает духов! Держите его! Мне кажется, что вот эта вот архитектура, наверное, в ней считываются какие-то вот эти отсылы, посылы к будущему. Мне кажется, что это та архитектура будущего, которая уже для нашего настоящего. То есть это не архитектура, которая должна остаться самодостаточной, нетронутой, а это архитектура все-таки гибкая, которая хочет развития и не хочет остаться исключительно музейным экспонатом, но и сейчас оказывается функциональнее многих современных объектов и готова развиваться. Просто там тут невероятное количество красоты, которая сделана просто ради красоты, она не несет никакого функционала, и это сделано все просто ради того, чтобы было приятно смотреть по сторонам, какое бешеное количество людей. Максимально открытые, искренние впечатления, которые у меня были, наверное, за всю мою жизнь. В плане местных людей, в плане того места, где я нахожусь. Как вас зовут? Для меня эта поездка стала каким-то, не знаю, огромным массовым воссоединением всех абсолютно разных и как будто бы почти никогда не связанных друг с другом людей, которые оказались здесь все вместе. И многие оказались настолько на одной волне и близки по духу, что здесь даже со знакомыми людьми ты чувствуешь, как будто так себя, как будто бы знаком 1000 лет. Об Армении что я могу сказать? Для меня Армения — это константа. Я как-то сюда первый раз, когда я приехал и обнулился после очень сложного периода в моей жизни и обнулился и поехал все заново решать в Москву. Так что для меня Армения — это такая рехаб кантри. Пока только пленку собираюсь, то купить тоже, наверное, я не знаю, я думаю, 7. В целом происходит что-то абсолютно неописуемое. И это длится на протяжении какого-то времени, как минимум месяца для меня. С того момента, как мы сюда приехали, и здесь все было в снегу, было совершенно по-другому. И до того момента, как вчера мы поднимались в гору, я считаю, что при всей красоты архитектуры, музыки, света и так далее, лучшее, что вчера было, это наш взгляд на звезды. Для меня это какая-то особенная поездка, честно говоря, потому что мой папа 2 года умер, а он как раз родом из Еревана, и всю жизнь он обещал меня сюда свозить, а я почему-то не хотела. А когда я приехала, у меня такой диссонанс в голове произошел, я поняла, что Ереван вообще не такой, каким я его себе представляла. И здесь, для меня очень все эмоционально складывается.
Я себя здесь ощущаю как в гостях, но в очень прекрасных таких гостях. Как-то так. Ребят, всегда хотела открыть ларек, вот, и мечта осуществилась как бы в Ереване. Это ярчайшее событие, которое случилось за последние 4 дня. Вот, просто в 3 часа ночи я продавала чесноковую кость пива, куря сигарету в ларьке прям. Мне кажется, это лучшее вообще, это топчик просто. Еще я просила Антона не снимать, но все равно он снимал, и я говорила: Антонио, не будь падлой. Я нашел здесь путешествие в том смысле, в котором я хотел бы видеть путешествие. Потому что это определенная доля, с одной стороны, комфорта, а с другой стороны, дискомфорта и новых каких-то историй. И в этот раз я взял с собой собаку, то есть это как-то игра с утяжелением. Я на этой земле ощущаю себя вот именно в моменте абсолюта. Это момент здесь и сейчас. То есть я не могу думать о прошлом, не могу думать о будущем. Я просто сижу в тенечке и наблюдаю за тем, что происходит. Я очень рада, что я проделала такой долгий путь для того, чтобы увидеть своих друзей, которых я не видела практически 2 года, и познакомиться с новыми замечательными людьми. Это невероятно, насколько у нас здесь сплоченная, но в то же время такая разная компания. А оказалось то, что здесь очень-очень красиво и очень приятные люди. И люди, очень понравились людям. Ну вообще здесь иначе. Здесь и архитектура, и вообще все, что тебя окружает, но все другое. И да, цвета, они более, приближены к солнцу. Путешествия по архитектурным памятникам, уникальным местам и достопримечательностям. Я посещаю горные монастыри, слушаю, как Капуста и Айрат читают стихи Мандельштама на вершине горы. Вольготно разрешили сюда попасть. У меня никогда в жизни не было такого экспириенса, чтобы мы такой большой компанией друзей собирались и выезжали куда-то. И получилось, мне кажется, очень интересно. И везде была такая атмосфера пионерского лагеря. И это круто, то, что мы смогли это сделать. Воздух и природа — это очень здорово. И Роберт здесь очень кайфует. Он столько кругов не нашагивал, я не знаю, с самого рождения. Он в восторге, у него очень много новых друзей. Он счастлив, я могу за него сказать. Планета Земля очень красивая. Да, мне очень нравится, когда мы выезжаем на природу. Да здесь все просто супер, очень красиво.
как будто бы реальность подстраивает все события под тебя, под то, как тебе нравится и под то, чего ты хочешь. Все совпадает в одной точке пространства, то, о чем ты думаешь, какие-то твои желания, мысли или даже дела, там, типа выбрать тему для проекта или еще что-нибудь. Все как будто само как-то сосредотачивается в одной точке. Это довольно здорово. У меня есть ощущение, ну вот от Земли, да, ты спрашивал насчет ощущения на Земле, чего-то очень масштабного, чего-то первородного, но все равно чего-то, к чему хотелось бы прикоснуться, но как будто бы остаешься за стеклом. Ну и, наверное, в отношении людей то же самое можно сказать. Для меня самое главное слово теперь, ассоциирующееся с Арменией, это космос. В самых разных смыслах. Во-первых, эта страна очень близко к космосу. И здесь это ощущается во всем. Ощущается в горах, ощущается в храмах. И даже столовая дома отдыха писателей — это такой космический корабль, который бороздит просторы Севана, который растворяется в ночной мгле. Так что это космическое ощущение, оно преследует нас все эти дни. Однозначно, самое запоминающееся — это был вчерашний рассвет, на который мы попали прямо стоя на вершине полуострова, на котором мы сейчас находимся. Рассвет проходил даже несколько этапов. Это был не только восход солнца над горами, но еще его заход за облака, выход из облаков. И все это сменялось бликами воды и просто пейзажами, которые на 360 градусов поворачивались совершенно незабываемо. Вы знаете, я уже ничего не чувствую. Просто знаете, отдался этому течению, прыгнул в горную реку такую армянскую, знаете, стремительную. Она меня несет. Я просто не могу выйти из нее, потому что очень бурное течение. Меня ебашут валуны вот эти. И я не могу выбраться. Но в итоге она впадает в озеро Севан. И вот вчера, мне кажется, я упал в это озеро и выплыл прямо на эту вечеринку. Мне кажется, что вчера был один из таких дней, когда Вселенная дышала в унисон. И прекрасным завершением вчерашнего вечера, ночи, дня было наше торжественное восхождение к алтарю на рассвете.
У нас невероятно классная компания, и, наверное, именно поэтому мы все влюбились в это место. Мы посмотрели разные вещи, которые мало кто из туристов вообще увидеть может. Мы с тобой были на тарелке, мы со всеми были в закрытом аэропорту, но это просто фантастическая какая-то история, где хочется снимать фильмы, что-то делать и творить. И, в общем, вся эта поездка, мне кажется, должна у нас вылиться в что-то еще более творческое понимание того, что мы как-то все вот объединились, а теперь вот должны еще движ и так далее. Я чувствую ее. Насколько вообще возможно чувствовать что-либо. Да.
просто использовать лифты, чтобы подняться на лифты.